Если вам не повезло купить полноценную и сильную орхидею, что делать дальше? Какие природные антибиотики могут помочь и в чем их сила? Посадка орхидеи без корней в мох и на фитиль. Зачем орхидеи без корней много воды? А может быть, корни все же есть? Что считать истинным корнем орхидеи? Высшие и низшие грибы и их грибницы. Каких стоит остерегаться, а каких совершенно не следует бояться? Шляпочные грибы в посадках орхидей. Являются ли они возбудителями болезней? Орхидея закручивает листья вверх или вниз. Чем ей помочь и можно ли это исправить? Какой природный антибиотик лучше всего использовать для орхидей? Зеленый, белый или красный? Вот я для себя сделала, может быть, открытие, потому что в начале своей карьеры орхолюбителя я добавляла мох сфагнум в посадке к орхидеям. А последние 2 года я стала добавлять вот этот мох ягель. И по своим наблюдениям могу сказать. Каким секретом поделится с нами Татьяна Смолякова? Если вам нравится то, что делаю я, пожалуйста, поставьте пальчик вверх под видео и напишите комментарий. Это поможет каналу и алгоритмам YouTube в продвижении видео. И привет, друзья! Я очень рада новой встрече с вами на канале «Классика орхидейного жанра». Отвечать на большинство вопросов сегодняшнего видео мы будем на примере вот этого фаленопсиса. Фаленопсис Big Lip, что в переводе с английского означает «большая губа». Губой у фаленопсисов называют видоизмененный лепесток. Так вот, у биглипов он необыкновенно большого размера. Угадать с размером всей орхидеи в условиях интернет-продаж невероятно трудно. Я думала, что покупаю стандартный, высокий и красивый биглип. Оказалось, что это совсем не так. Рассмотреть состояние корневой системы или листьев орхидеи по фотографии и вовсе невозможно. И в этот раз мне не повезло. Цветы у орхидеи завяли еще до момента транспортировки во Владивосток. Сохранять их я не видела никакого смысла и отрезала цветоносы до первой верхней меристемы. Если вы не смотрели предыдущее видео на канале и не знаете, где на цветоносах орхидеи располагаются меристемы и как следует отрезать цветонос, ссылку на предыдущее видео я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. В течение первых 2 недель дома, а они пришлись на конец декабря прошлого года и начало января нынешнего, я поняла, что у орхидеи в субстрате, то есть внутри горшка, совершенно нет корней. Орхидея произвольно болталась в горшке. Оставлять такую орхидею в покупном субстрате с торфяной таблеткой или торфяным стаканом под основанием для меня не имело никакого смысла. И я вынула орхидею из посадки. Детальная ревизия корневой системы показала, что у орхидеи в субстрате полноценных корней нет. При этом виламен сохранился на тех участках корней, которые были вне субстрата. Способны ли такие корни питать орхидею? Сегодня мы обязательно это узнаем. Я регулярно повторяю для вас информацию о строении корня орхидеи. Что является истинным корнем орхидеи и почему так называемые тяжи или вот эти проволочки, которые крепятся к орхидее, не нужно удалять во время пересадки растения. А все потому, что эти прочные нити и являются истинным корнем орхидеи или его центральным стержнем. Даже если виламен на корне орхидеи сгнил, это совершенно не означает, что мертв и центральный стержень корня, и что он не способен питать орхидею водой. Как и в чем лучше всего сохранить эти центральные стержни корня с остатками виламена на них? Какой субстрат подойдет для этого лучше всего?
В середине января этого года я задала такой вопрос участникам нашего телеграм-канала, и большинство из них правильно на него ответили. Нет лучшего субстрата для сохранения остатков корневой системы, чем живой мох с бактерицидными свойствами. Но прежде чем мы начнем говорить об этом природном антибиотике зеленого, белого или красного цвета, мы рассмотрим, как я осуществила посадку этого фаленопсиса на фитиль. Очень важно правильно определиться с размером емкости для посадки и ее прозрачностью. Емкость должна быть максимально прозрачной, воздухопроницаемой и маленькой. То есть, если корневой системы у растения нет, емкость для посадки минимальна. В моем случае ставилась задача сохранить 2 корня орхидеи, которые росли из пазух нижних листьев. Мне пришлось орхидею в посадку заглубить. На ваших экранах процесс примерки. Я определяюсь с емкостью для посадки, и ею оказался 300-мл стакан для пищевых продуктов. И именно в этот момент проблемная орхидея еще больше пострадала. Листовая масса орхидеи без корней оказалась более весомой, чем ее нижняя часть. Орхидея перевернулась, упала и сломала один верхний лист. Но к проблемам листьев вернемся чуть позже, а сейчас продолжим рассматривать проблемы корней. Я посадила фаленопсис в очень прозрачный стакан из пищевого пластика и проделала в нем огромное количество вентиляционных отверстий. В качестве фитиля я использовала нарезанные по кругу капроновые колготки. Видео на канале «Классика орхидейного жанра» нужно не просто слушать, их нужно смотреть, ведь видеоряд демонстрирует основные наглядные пункты. В качестве субстрата для сохранения остатков корневой системы я использовала природный антибиотик зеленого цвета. А что, бывают еще и другие, спросите вы? Бывают, еще как бывают, ведь в природе насчитывается более 320 видов только природного антибиотика мха сфагнум. В основном это болотные мхи, образующие ковры на сфагновых болотах. Сфагнум бурый или красный, сфагнум магелланский, сфагнум папиллозный или болотный, сфагнум оттопыренный или обманчивый. Все это виды сфагнума. А какие виды сфагнума довелось в вашей жизни повидать вам? Напишите об этом в комментариях. К слову сказать, тот мох, который вы покупаете в брикетах в сухом виде в общеизвестных маркетплейсах и других интернет-магазинах, это не что иное, как разновидность мха сфагнум австралийского происхождения. И здесь необходимо отметить, что свои свойства природного антибиотика мох сфагнум сохраняет, находясь в живом состоянии. У сухого мха таких свойств нет. Не питайте иллюзий. Если бы у меня был выбор, и если бы у меня была такая возможность, что еще я могла использовать для восстановления этой орхидеи? Белый, пористый, невероятно воздухопроницаемый природный антибиотик. Часто его тоже называют мхом или оленьим мхом. На самом деле это даже не мох, это лишайник или кладония оленья. Скорее всего, это растение знакомо вам под названием ягель. Его называют королем лишайников из-за его невероятно богатого минерального состава. Богатый антиоксидантами ягель обладает выраженным антимикробным и противовоспалительным эффектом. Примечательно, что ягель не теряет эффективности в борьбе со штаммами патогенных микроорганизмов мутировавших поколений. Вот такой природный антипатоген открыла для себя около 2 лет назад зрительница канала Татьяна Смолякова.
Мох ягель похож на губку. У нас в последнее время шел дождь, и он напитан влагой, как губка для мытья посуды. Мягкий, но в то же время посмотрите, какой он пористый. В нем очень много кислорода и влаги в то же время и влаги. Вот я для себя сделала, может быть, открытие, потому что в начале своей карьеры орхолюбителя я добавляла мох сфагнум в посадке к орхидеям. А последние 2 года я стала добавлять вот этот мох ягель. И по своим наблюдениям могу сказать, что для моих орхидей больше понравились посадки с мхом ягелем. Летом текущего года я постараюсь найти мох ягель и провести свои исследования с ним. А пока в моем распоряжении для восстановления орхидей был только живой мох сфагнум. Для нужд орхидей мох сфагнум я выращиваю в домашних условиях с лета прошлого года и выращиваю очень успешно. Несколько прозрачных 4-литровых горшков с мхом смогли покрыть все мои потребности, начиная с лета прошлого года и заканчивая весной этого. Без каких-либо дополнительных ухищрений, без тепличек и без особых посадок мой мох растет пышным, густым, а главное полезным ковром для моих орхидей. Могут ли быть насекомые в таком мхе, спросите вы? Разумеется, могут. Может ли такой мох болеть? Да, может. Поэтому необходимым условием для применения такого мха для орхидей является его карантин. Никакими химическими средствами после получения я этот мох не обрабатываю, я лишь промываю его теплой проточной водой. Разумеется, таким красивым этот мох стал не сразу, а после адаптации в моих домашних условиях и правильного выращивания. И именно такой, а точнее этот зеленый природный антибиотик я решила использовать для сохранения остатков корневой системы моего фаленопсиса. Правда ли, что сфагнум позволит сохранить даже те корни, которые гнили? Я поместила остатки корневой системы этой орхидеи в мох 17 января. С тех пор прошло 2,5 месяца. Остатки корней фаленопсиса, будь то центральные стержни или остатки филамена, будто бы законсервировались в сфагнуме. А через месяц и 10 дней после пересадки у орхидеи появился новый молодой лист. А вот и тот лист, который сломался во время падения орхидеи. И раз уж мы заговорили о листьях, давайте продолжим эту тему. Поговорим о том, почему орхидея закручивает листья вверх или вниз. И как диагностировать проблемы корневой системы или проблемы ухода за орхидеей по виду листовых пластин растения. Если у вашей орхидеи присутствует один или несколько вот таких закрученных вверх или вниз листьев, это значит, что в период роста этого листа или этих листьев орхидея испытывала недостаток воды. Это может быть как недостаток ухода, то есть орхидее физически не хватает воды, так и отсутствие корневой системы орхидеи, то есть возможности поставлять воду от корневой системы растения к его листовым пластинам. Таким образом, проблемы с корневой системой у данной орхидеи начались задолго до ее поступления в продажу. Итак, орхидея начала растить новый лист, за счет чего она это делает, если у нее по-прежнему нет корней. Прежде всего, и это очевидно, можно было бы предположить, что орхидея забирает питательные вещества из своих вызревших зеленых частей, из цветоносов и нижних листьев. Но цветоносы, которые я поначалу оставила, я в дальнейшем срезала для своих исследовательских целей, для получения деток на срезанных цветоносах. А все листья, которых у орхидеи 4 пары, включая маленькие фласочные, орхидея сохранила. Тогда за счет чего живет орхидея и растит новый молодой лист?
Неужели орхидею питают те самые центральные стержни корня, которые я не отрезала, а бережно поместила в живой сфагнум? Выводы делайте сами, а я показываю вам, каким стал новый лист фаленопсиса к середине марта этого года. В этот момент я готовилась к предыдущему видео. В том видео должны были выступать сразу 2 орхидеи, купленные в конце декабря прошлого года. Рассказ об обеих орхидеях в одно видео не уместился, и мне пришлось разделить видео на 2 части. За эти 2 недели мне довелось сделать еще одно мини-исследование, результат которого я вам сейчас покажу. В комментариях под видео об использовании растения хирурга, толстянки или красулы у меня часто спрашивают, какие виды красулы можно использовать для лечения орхидей. И я решила поэкспериментировать и использовать на данном растении другой вид красулы – красулу Avata Hobbit. До середины марта я предлагала орхидее самой выбраться из тупикового состояния по наращиванию корней, ведь до сих пор ни одного нового корня у этой орхидеи не выросло. И остатки не гниют, но и новые не растут. А вдруг проблема у орхидеи внутри, и я решила пролечить ее изнутри собственно разработанным методом 5 капель в центр розетки орхидеи. К слову сказать, одного листа красулы Avata Hobbit мне хватило на обработку сразу 4 орхидей. Забегая вперед, скажу, что корни орхидеи толстянкой я так и не выманила, но результат вы уже видите на своих экранах. У орхидеи появился еще один лист. Второй лист за 2,5 месяца пребывания в мху у орхидеи, у которой совершенно нет корней. Почему еще я решила использовать толстянку или красулу? Если вы внимательны, то уже наверняка заметили на листе этой орхидеи вот такой бугорок. Если подобный бугорок вы обнаружили на старом листе орхидеи, на листе с вызревшей зеленой тканью, то это наверняка не кладка вредителей. Почему? Я объясняла в прошлом видео, и если вы его не смотрели, обязательно сделайте это. Эти бугорки на листьях – нечто схожее родинкам на теле человека. Таким образом, орхидея пытается справиться с грибковым поражением листа. И вот тут мы подходим к еще одному вопросу сегодняшнего видео. Каких грибов стоит бояться? Какие грибы представляют опасность для орхидей? Еще 100 лет назад грибы принадлежали к царству растений, и только в 20-х годах прошлого века грибы, наконец, отнесли к отдельному царству. В соответствии с современной классификацией все грибы подразделяются на 2 больших подцарства – высшие грибы и низшие грибы. Тело гриба – это грибница или мицелий, который состоит из грибных нитей – гифов. Особенностью низших грибов является то, что их вегетативное тело образовано неклеточной грибницей, то есть мицелий не имеет перегородок, могут отсутствовать нити. Не вдаваясь в глубокие биологические детали, тела таких грибов представляют опасность для орхидей. Грибницы не стоит повреждать, ковырять, вскрывать и любопытствовать, что у них внутри. Во избежание самопроизвольного вскрытия грибницу можно покрыть лаком для ногтей или клеем. Высшие грибы представляют собой многоклеточные организмы. К ним относятся, кроме всех прочих, чайный, кефирный гриб и шляпочные грибы. Именно такие грибы со шляпками в последнее время не дают покоя новичкам в орхидейном деле. Если вы увидели в посадке своей орхидеи гриб со шляпкой или высший гриб, переживать и расстраиваться не стоит. Такие грибы не только не вредят орхидее, но и помогают ей полноценно развиваться. Высшие грибы живут в симбиозе с орхидеями
И если вы не смотрели мультфильм на эту тему, который я адаптировала на русский язык, обязательно сделайте это. Если вы все еще смотрите это видео и вам интересно, и до сих пор не поставили пальчик вверх под ним, сделайте это прямо сейчас. Это важно. Об условиях содержания орхидей на восстановлении я рассказывала в нескольких предыдущих видео, и мне казалось, что я рассказываю все предельно понятно и ясно, но оказалось, что это не так. Как можно держать орхидею на подоконнике и при этом не на прямых солнечных лучах? Вопрошает зрительница в комментариях. Не углубляясь в школьную программу по физике, хочу вам сказать, что солнечные лучи могут быть прямыми, косыми и даже отраженными. Таким образом, орхидеи на восстановление мы не ставим под прямые солнечные лучи, но ставим на самое светлое место подоконника. Здесь абсолютно все имеет значение. Каждая деталь, каждая мелочь, и правильно созданные условия, и правильный уход, и правильный субстрат для сохранения остатков корневой системы. Методов лечения, восстановления и реанимации орхидей много. Какой из них выберете вы? Это решать, безусловно, вам. На этом канале все методы лечения и восстановления орхидей природные. Мы не используем химию и химически синтезированные препараты. Для того, чтобы вы смогли подобрать метод, который лучше всего подходит для вашей ситуации, все видео о реанимации, лечении и восстановлении орхидей я объединила в отдельный плейлист. Изучайте эти видео на канале, и пусть у вас все получится. А если останутся неразрешимые вопросы, присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу. В нем неравнодушные участники наверняка помогут вам разобраться. Ссылку на наш одноименный телеграм-канал я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Присоединяйтесь к нам и помните, что впереди у нас невероятно много интересного.